Друзья, всем привет, с вами Энди Вакс, и сегодня мы продолжаем разговор о наушниках. В этом выпуске Энди Вакс Reviews топовый Beyerdynamic DT1990 Pro, который стоит меньше $1000, в отличие от каких-нибудь Odyssey, однако все равно для многих они, к сожалению, будут не по карману. Обращаю ваше внимание на то, что, к сожалению, это видео не спонсируется компанией Beyerdynamic. В общем, давайте разбираться, почему эти наушники в 3 раза дороже младшей модели 990 Pro и стоят ли они вообще своих денег. Погнали! Раньше мы уже обсуждали Sennheiser HD650 и более доступные по цене модели этого бренда. Говорили про многими любимые Sony MDR7506 и их старших братьев 7509 и 7510. Также в моих руках и на ушах были различные модели наушников Audio-Technica и AKG. Однако ни для кого не секрет, что мои фавориты — это вот эти Sennheiser HD650. И все, кому я их советовал, оставались крайне довольны. На стриме про систему коррекции наушников D-Sonic Realphones я, что называется, наспор свел 2 разных трека в наушниках. Это был трек живой команды и электронная музыка. В итоге стрим четко показал, что в наушниках можно делать не то что крепкие демозаписи, а и полноценное сведение. Но с одной единственной оговоркой. Я настоятельно рекомендую использовать любые наушники только с коррекцией D-Sonic Realphones. Без коррекции, амплитудно-частотные характеристики или АЧХ, любые, даже самые ровные наушники далеки от идеала и не позволяют сделать микс с отличной переносимостью, который будет везде звучать хорошо. А если у вас нет возможности сделать акустическое оформление помещения и поставить в это акустически оформленное помещение качественные мониторы, то остается только вариант работы в наушниках. Вы наверняка спросите меня, а зачем покупать наушники за $700, если можно купить наушники за $70 и использовать коррекцию АЧХ? И это, друзья, правильный вопрос. Однако, на практике более дешевые наушники звучат далеко не так прозрачно, как дорогие. Также имейте в виду, что чем дешевле наушники, тем более неправильную АЧХ они имеют, а при исправлении этой АЧХ мы вносим дополнительные искажения в звук. По факту на дешевых наушниках нет такой сцены, звуковых планов, а инструменты как бы больше склеены друг с другом, образуя кашу. Эти проблемы намного усложняют расстановку инструментов по планам с помощью громкости, эквализации и реверберации. А также усложняется вопрос решения частотных конфликтов и, собственно, их определения. Говоря простым языком, в дешевых наушниках вы слышите меньше ошибок и в итоге тратите в 2, а то и в 3 раза больше времени на работу. И даже в этом случае страдает переносимость миксов. Так что, подытожив, я скажу, что инвестировать в звук в данном случае в более дорогие наушники стоит однозначно. Другое дело, что совершенству нет предела, и вопрос по факту стоит вполне очевидный. Сколько потратить на звук? Sennheiser HD650 стоит $550. Beyerdynamic DT1990 Pro стоит $700. Audis LCD2 $1100. Odyssey LCD3 $2300 и так далее, и так далее. Во-первых, это все равно в 2-3 раза дешевле качественных мониторов в хорошо подготовленном помещении. Во-вторых, практика показывает, что для работы вполне хватит моделей с средней ценой в пределах от $400 до $800. Обратите внимание, что я говорю для работы, а не для прослушивания музыки. Потому что для прослушивания большинство мониторных наушников покажутся вам просто скучными в силу своей линейности. И важный момент. Тщательно выбирайте магазин при покупке наушников. Это должен быть официальный представитель с наличием реального магазина, в который вы сможете приехать и опробовать все интересующие вас модели. Помните, что те же Sony или Sennheiser успешно подделывают. Так что скупой платит дважды. Не гонитесь за экономией каких-нибудь $75 при покупке в неизвестном месте с гарантией в 3 месяца. Тщательно изучите вопрос, как отличить подделку от оригинала, кто в данный момент производит модель, гарантия как минимум год, а лучше 2 года и так далее. Теперь же, наконец-то, давайте обсудим героя нашего сегодняшнего выпуска, Beyerdynamic DT1990 Pro. Это открытые наушники, которые в 2016 году представили в Берлине. Внимание! На ежегодной выставке бытовой электроники. То есть у компании Beyerdynamic прицел не только на профессиональных звукорежиссеров, таких как мы с вами. Для записи вокала и других инструментов я использую Beyerdynamic
DT770 Pro. Закрытые наушники, которые обеспечивают малый уровень протечки звука из наушников в микрофон при записи. Для этих целей вряд ли можно рекомендовать DT1990 Pro. Они основной инструмент звукорежиссера. Чистка, мониторинг при записи на площадке, аранжировка и даже сведение при использовании с D-Sonic Realphones — это конек этих наушников. 1990 Pro не пришли на смену старых 990 Pro. Эти наушники — это совершенно новая разработка с новыми излучателями под названием Tesla 2.0. Сопротивление наушников 250 Ом, то есть по идее раскачать их проще, чем те же Sennheiser HD650. Однако обратите внимание, что подавляющее большинство производителей указывают минимальное сопротивление на какой-то частоте. Это грязный трюк. На практике вам все равно понадобится хороший внешний или встроенный в аудиоинтерфейс усилитель из-за не очень высокой чувствительности вот этих вот наушников. Вообще проблема многих наушников — это не то, что они высокоомные, а то, что сопротивление сильно меняется в зависимости от частоты. Качество материалов, друзья, выше всяких похвал. Они очень крепкие, они очень прочные. Внешний дизайн поверхности чаш этих наушников имеет специфические прорези, которые являются как бы частью акустического оформления наушников. Также они являются узнаваемым элементом дизайна. Конструкция 1990 Pro супер прочная, как сама по себе, так и в сравнении с моими любимыми Sennheiser HD650. Здесь все такое пластмассовое, хлипкое, здесь же просто heavy metal. Все критические элементы конструкции выполнены из металла и в случае износа могут быть легко заменены. Эргономика выше всяких похвал. В амбушюры легко входит ухо практически любого размера и формы. Также производитель укомплектовал 1990 Pro дополнительной парой сменных велюровых амбушюров. Обратите внимание, что амбушюра отличается плотностью прилегания, что вносит свой окрас в звучание наушников. Соответственно, если вы используете 1990 Pro с коррекцией D-Sonic Realphones, то получаете два профиля коррекции звука для двух разных видов амбушюров. Производитель заявляет, что balanced амбушюры обеспечивают небольшое усиление низких частот, а аналитические analytical амбушюры дают более нейтральное звучание. Коробка DT1990 Pro выглядит шикарно. Является жестким кейсом на молнии. Внутри наушники, углубление со сменными амбушюрами и отдельный кармашек на молнии для проводов. Съемный кабель подводится к левому наушнику и подключается с помощью разъема Mini XLR. При этом разъем имеет надежную защелку для фиксации. В комплекте два кабеля. Прямой 3-метровый и витой 1,3 метра для подключения с мини-джек разъемом на конце. Также в комплекте идет адаптер на большой джек. Вес наушников 370 грамм, что на 100 грамм больше Sennheiser HD650. Хотя это неудивительно, учитывая прочную металлическую конструкцию. И самое главное, друзья, звук. Когда я впервые надел их на голову, я подумал, да, это действительно очень комфортно. Затем я загрузил нужный профиль D-Sonic Realphones и начал прослушивать референс-треки. Я просто не поверил своим ушам. Одним словом, это можно назвать так – детальность. Атаки инструментов – это лучшее, что я слышал до этого. После 1990 Pro мои четырехполосные EF Audio SC407 просто сживали звук, а так просто катастрофически не хватало. Планы на 1990 прослушиваться гораздо лучше, чем на мониторах. Изначально я просил D-Sonic выслать мне откалиброванный под Realphones DT1990 Pro, и теперь я ощутил все прелести профилей коррекции именно под мои наушники. Если сравнивать Sennheiser HD650 и Bayera 1990 Pro без коррекции, то, на мой взгляд, ни те, ни другие не подходят для нормальной работы. 1990 слишком ядовитые на высоких частотах в районе 8 кГц особенно. В этом смысле модель 990 Pro не такая яркая. Sennheiser слишком плоские, в них непонятен низ и вверх, хотя все это в сравнении с трехполосными Adam S3H, которые вы видите сзади. Если же вы будете работать только в наушниках, за месяц мозг, скорее всего, адаптируется полностью к звуку. Ради интереса я сравнил DT1990 Pro
С закрытыми DT770 Pro. Вдруг можно за малые деньги получить то же качество звука только за счет коррекции АЧХ. Но нет, чудес, друзья, не бывает. После коррекции в RealPhones DT770 звучали ровно, но атаки инструментов были замыленными, а в миксе творилась каша, которую в DT1990 Pro было супер отчетливо слышно. Что же до сравнения с моими любимыми Sennheiser HD650 после коррекции, то это меньше контроля над атаками, планами и совершенно другой характер звучания. Какие бы наушники я оставил себе, это сложный и интересный вопрос. Для постоянной работы, скорее всего, 650, потому что не нужно переучивать уши и мозг. Для дополнительного контроля однозначно 1990 Pro, настолько больше в них слышно, и это значительно облегчает поиск и решение проблем в миксе. Ну что ж, друзья, давайте подведем итоги. Звук, учитывая совместное использование D-Sonic RealPhones, самый крутой за эти деньги, что я слышал в жизни. Атаки и планы выше всяких похвал. Без использования RealPhones это тот самый звук байеров, куча ядовитого верха, куча низа и окрашена нижняя середина, нечестная. Конструкция, корпус, комплектация — это прочно, дорого, по-немецки прочно и прослушает вам, скорее всего, очень долго. А учитывая, что любой из вышедших из строя узлов можно легко поменять, скорее всего, вот вечно и прослужит. Вес адекватный, особенно если сравнивать с наушниками от Odyssey, в которых ощущение, что тебе просто колонки на уши прицепили. Друзья, очень надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным и сэкономит вам, как всегда, кучу времени и денег. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои вопросы в комментариях под видео. Огромное спасибо за поддержку на Patreon и YouTube. С вами Andy Wax и до новых миксов.